Донесение главе КГБ СССР. Совершенно секретно. Докладная записка. Инцидент на объекте Остров-12. Дата 18 марта 1983 года. Подписано. Начальник сектора специальных исследований полковник В.И. Чернышов. Суть доклада. Доношу до вашего сведения о происшествии на объекте Остров-12, Забайкальский край, где проводились эксперименты в рамках проекта «Звено-31». Эксперимент по созданию магнитно-полевого щита МПШ, ориентированного на исследование стелс-технологий, возможности перемещений в пространстве и разработки электромагнитной брони, завершился трагически. Все члены исследовательской группы погибли при неустановленных обстоятельствах. В результате аварии удалось сохранить только одну запись аудиоформата, так называемую запретную запись. На текущий момент запись хранится в архиве сектора под строгой секретностью. Данные о содержимом не разглашены, но существует свидетельство, что запись может представлять собой нечто большее, чем просто технические данные. Некоторые сотрудники утверждают, что ее содержание вызывает сильные психические расстройства и странные видения у прослушавших. Прошу санкционировать дополнительное расследование обстоятельств инцидента. Важно определить, что именно произошло и какие меры безопасности следует принять в дальнейшем. Резолюция главы КГБ. Разрешаю проведение расследования. Убедительно прошу учесть необходимость предельной скрытности и деликатности в этом вопросе. Все действия и выводы строго фиксировать в протоколах. Запись подлежит уничтожению после анализа. Лично назначаю вас ответственным за расследование. Доложите о результатах. Подписано председатель КГБ СССР. Дата 19 марта 1983 года. На территории секретной базы Остров-12, комплекса в дикой местности Забайкалья, с раннего утра царила непривычная активность. По пустым коридорам, обычно погруженным в тишину, сновали техники, военные и сотрудники в белых халатах. Все внимание было сосредоточено на лаборатории 7В, где сегодня запускали уникальный эксперимент, над которым команда трудилась почти полгода. Это был проект под грифом особой важности «Звено-31», который финансировался напрямую через Министерство обороны и мог стать ключевым звеном для создания нового поколения военной технологии. Цель проекта заключалась в создании магнитно-полевого щита, который бы мог скрывать объекты на любом расстоянии и обеспечивать уникальную защиту, своего рода броню, непроницаемую для радиосигналов, детекторов и, возможно, даже некоторых видов вооружения. Вдобавок был заложен более амбициозный план – создать поле, внутри которого можно было бы экспериментировать с пространственными характеристиками, теоретически допуская перемещение объектов. Этим и занималась команда под руководством доктора Андрея Петровича Дроздова, ведущего физика с безупречной репутацией, человека, известного своим пренебрежением к рискам и жаждой открытий. Дроздов был мужчиной среднего возраста, невысокий и жесткий, с стальными глазами и почти непрерывно сжатой линией рта, словно его лицо не умело расслабляться. На его плечах лежала вся тяжесть ожиданий высоких чинов, видевших в этом проекте основу для военной мощи страны. Сегодня он собрал всю команду в лаборатории, чтобы лично провести инструктаж. «Коллеги», – Дроздов говорил тихо, но так, что его слова чувствовались кожей. «Наша работа – это путь в будущее. Не бойтесь риска. За каждое великое открытие всегда платится цена, и я рассчитываю, что каждый из вас это понимает». Его взгляд пробежал по лицам коллег. Григорий Львович Григорьев, физик-теоретик с 10-летним стажем и несменным добродушием, слегка поежился. Его светлое лицо с глубоко посаженными глазами и аккуратной лысиной на темени выглядело встревоженным. Он был из тех, кто предпочитал дотошно проверять каждое уравнение и не доверял теоретическим допущениям, пока те не подкреплены многократной практикой. Уже несколько дней он безуспешно пытался уговорить Дроздова отложить запуск, чувствуя, что расчеты недостаточно надежны. «Андрей Петрович», – неуверенно проговорил Григорьев, – «в прошлых тестах наблюдались аномальные всплески. Вы помните? Если мы не сможем стабилизировать поле...» Григорий Львович, перебил его Дроздов. «Каждый проект, в котором есть слово «передовой», вызывает сомнения.
Не было бы ни одного открытия, если бы каждый теоретик искал в первом же шаге подтверждение своих страхов. Мы контролируем ситуацию. «Не могу спорить с вами», – пробормотал Григорьев, хотя его тревога не исчезла. Слева от него стоял Петр Антонович Богданов, инженер-экспериментатор, и тот, кто отвечал за проверку оборудования. Его крепкие руки и острый взгляд выдавали привычку всегда держать все под контролем. Богданов обычно молчал, но его сосредоточенный взгляд не упускал ни одной детали. Этот человек с годами стал воплощением аккуратности и жесткого исполнения процедур, и его беспокойство о ходе эксперимента он не мог скрыть. «Андрей Петрович», – негромко обратился он, проверяя очередной прибор. «Я проверял поле и систему 4 раза. Есть непонятные отклонения в режиме поляризации. Поле слишком сильно нагружается, и мы не знаем, как оно поведет себя при перегрузке. Петр Антонович, я принимаю на себя всю ответственность», – отрезал Дроздов, словно отрубал концы любых возражений. «Мы сделаем шаг вперед, потому что теперь. Или никогда». Третий член команды, техник Алексей Зуев, был самым молодым и зеленым из всех. В свои 28 лет он был мечтателем и идеалистом, с азартом, который Дроздов видел в глазах каждого из своих учеников, когда они впервые приступали к исследовательской работе. Его глаза блестели, а руки слегка дрожали от волнения. «Нам удастся», – пробормотал он себе под нос, глядя на экран приборов. «Обязательно удастся». Дроздов одобрительно посмотрел на Зуева. Он понимал этот пыл и, несмотря на железную дисциплину, сам когда-то был таким. Зуев был единственным, кто безоговорочно верил в успех. Он, в отличие от остальных, видел невозможные угрозы, а потенциал открытия, силу, которую они могли бы подарить своей стране. Когда все было подготовлено, Дроздов кивнул оператору, стоящему у панели запуска, и начался обратный отсчет. 10, 9, 8. Каждая цифра вдавливала атмосферу еще глубже, в напряжение. Лампочки на приборах мерцали, по телу разливался холод, едва ощутимый, но проникающий под кожу, как промозглый ветер. Когда цифры на табло дошли до нуля, раздалось короткое гудение, и поле активировалось. Магнитно-полевой щит разгорелся, словно ослепительный свет из центра лаборатории, наполняя ее мутно-голубым свечением. Все затаили дыхание. Секунды шли, напряжение в щите нарастало, а вместе с ним ощущение странной тяжести в комнате. Молекулы воздуха дрожали, и Григорьев понял, что его начинает слегка тошнить. «Вы чувствуете это?» – спросил он, но никто не ответил. Гудение нарастало, переходя на почти нечеловеческую частоту, от которой звенело в ушах. Григорьев заметил, как на приборной панели начала мигать красная лампочка. На дисплее начали прыгать цифры. Показатели мощности поля начали резко расти. «Дроздов!» – прошептал Григорьев. «Что-то не так». «Продолжаем», – скомандовал Дроздов, хотя сам уже не отрывал глаз от центра купола, как зачарованный. Воздух вокруг них стал меняться. В пространстве начали появляться светящиеся фигуры, мелькающие в глазах, как затухающие следы света. Но чем дольше они смотрели, тем яснее становились эти образы. Появились первые линии, словно очерченные светом символы. Один из них начал мерцать, затем появился другой, еще один. Символы становились все более отчетливыми, будто световая резьба раскрывалась из глубины поля. «Что это за знаки?» – вырвалось у Богданова. Дроздов напряженно наблюдал за появляющимися светящимися образами, и его глаза горели так, как будто он видел не угрозу, а то, к чему стремился. Григорьев попытался отвести взгляд, но не смог. Символы, которых никто из них не знал, словно гипнотизировали их сознание. И тут они услышали резкое потрескивание. Звук, который несся из центра поля и с каждым ударом раскатывался в их головах. «Остановите это!» – крикнул Григорьев, впервые позволяя себе страх. Но было поздно. Поле разгоралось с бешеной силой, и звуки, раздававшиеся вокруг, стали напоминать голоса.
Это были не слова, а сдавленные крики, превращенные в искаженные, непрерывные потоки звука. Словно само поле пыталось высвободить нечто. Григорьев первым осознал, что контроль над экспериментом потерян. Купол щита, который должен был сиять спокойным голубым светом, приобрел неестественный цвет, как густой дым, наполнявший все пространство вокруг и, казалось, вибрировавший, будто дышал. Все тело ныло, внутренности словно переворачивались. Он отчаянно пытался сфокусировать взгляд на приборах, но цифровые значения начали меняться хаотично, без какой-либо логики, будто приборы сами сходили с ума. «Богданов, немедленно снижай напряжение!» – выкрикнул Григорьев, хватаясь за край стола, чтобы не упасть. Богданов и сам едва держался на ногах. Он метнулся к пульту управления. Однако, когда его руки коснулись рычагов, те с треском отказали. Кнопки не реагировали, рычаги застыли в неподвижности. Лицо Богданова побледнело. В глазах застыли страх и удивление. «Я не могу отключить. Управление блокировано», – прокричал он, сдавленно, как будто что-то перекрывало его дыхание. В центре купола странные светящиеся символы становились все ярче и будто даже ближе, мерцая в ритме, напоминающем сердцебиение. Они тянулись из поля, подчиняя себе пространство и становясь реальными. На их поверхности появлялись все новые линии и символы, похожие на древние письмена, но не принадлежавшие ни одному из известных языков. Казалось, будто сам воздух вокруг становился густым и вязким, как смола. Зуев прижался к стене, беспомощно глядя на Дроздова, который стоял неподвижно и следил за происходящим с тем же почти безумным, зачарованным взглядом. «Андрей Петрович, вы это видите?» – пробормотал он. Дроздов не сразу ответил. Он словно не слышал ни звуков вокруг, ни криков своих коллег. Все его внимание было приковано к полю, к неестественным светящимся символам, которые не поддавались никакому объяснению, кроме как существованию чего-то за пределами человеческого восприятия. Что-то чуждое, древнее, что не должно было быть обнаружено. «Это невозможно», – прошептал он, но голос его был полон не страха, а восхищения. На секунду Григорьев почувствовал, как легкий порыв воздуха обдал его холодом. Внезапно перед его глазами поплыло, и в голове резко засвербило, будто в мозгу зашевелились тысячи игл. Резкая, как укол, боль пронзила его тело, и ему пришлось облокотиться о стол, чтобы не упасть. Голос, низкий и металлический, раздался прямо у него в голове. Это был не его внутренний голос и не голос коллеги. Это был звук, выходящий откуда-то из щита, из пространства, на которое они посмели посягнуть. «Ты», Григорьев, прижав ладони к вискам, осмотрелся, чувствуя, как страх окутывает его сознание. Никто из коллег не услышал этого слова, но он знал, что оно было обращено к нему. Оно раздавалось не в ушах, а прямо внутри разума, будто кто-то другой смотрел на него и наблюдал из глубины поля. «Андрей», – прошептал он, поднимая голову, – «здесь что-то есть, что-то живое». Зуев с диким ужасом метался от одного прибора к другому, пытался активировать защитные системы, но все оборудование было неподвижно, будто окаменело. Богданов, охваченный отчаянием, бил по кнопкам управления, но аппаратура по-прежнему оставалась холодной, безучастной к их действиям. «Мы должны выбраться отсюда. Это не просто магнитное поле. Оно словно жжет меня изнутри». Зуев схватился за грудь, будто пытаясь вырвать из себя боль. А тем временем в центре лаборатории происходило нечто необъяснимое. Вибрации усиливались, каждый удар пульсирующего света отдавался гулом в голове, а символы внутри купола начали двигаться, будто складывались в формы, напоминавшие человеческие силуэты, вытянутые и бесформенные. Они были не статичными, они двигались, словно пытались вырваться наружу. Григорьев заметил одно из искажений на поверхности поля. Это был отпечаток ладони, которая тянулась изнутри, как будто кто-то пытался протянуть руку через пространство и коснуться их мира. Он почувствовал, как холодные капли пота побежали по его спине,
и не сразу осознал, что это не просто галлюцинация. Эта рука, эта искаженная форма была чем-то настоящим. Это ловушка, выдохнул он, скорее про себя, осознав всю глубину их катастрофы. Замолчите. Дроздов наконец обернулся к нему с дикой решимостью в глазах. Мы видим открытие. Возможно, мы столкнулись с чужим измерением. Мы должны продолжать. Это не открытие, это нечто опасное. Мы вызвали не то, что планировали, крикнул Григорьев, почти сорвавшись на истерику. Но Дроздов, полностью ослепленный возможностью великого открытия, игнорировал слова коллег. Он шагнул к куполу, несмотря на искаженные тени и зловещие силуэты, проступающие в свете. Он верил, что это были не угрозы, а знаки, послания от неведомого мира, прорывающиеся через границы. Тем временем приборы начали самопроизвольно записывать окружающие звуки. Запись включилась на пульте, фиксируя все, что происходило вокруг. Но звуки были искаженными, как будто сами стены лаборатории были пропитаны чужим эхом и страхом. Голоса ученых накладывались друг на друга. Шепоты переплетались, превращаясь в хаотическую симфонию. Пронзительные крики, тяжелые вздохи и обрывочные слова теперь звучали будто в одном плотном шуме, как хор, пришедший из неведомых глубин. И тут Григорьев услышал, среди хаоса звуков из пленки доносилось нечто, похожее на голос. Это был его собственный голос, но не таким, каким он говорил сейчас. Он звучал словно издалека, из гулкого и пустого пространства. «Остановите нас!» Григорьев онемел, не в силах понять, что происходит, и, глядя на своих коллег, увидел, что на их лицах отразился тот же самый ужас. Каждый из них вдруг услышал свой собственный голос из пленки, изнутри самого щита. И когда это случилось, их образы вдруг начали мелькать среди силуэтов внутри купола, словно пространство втягивало их души и голоса, записывая их страхи и отчаяние. Зуев стиснул кулаки, чувствуя, как сердце колотится в бешеном ритме, словно пытаясь вырваться наружу. Он шагнул назад, не сводя взгляда с зловещего светящегося поля, которое теперь оживало, как нечто разумное и опасное. «Мы стали частью этого», – прошептал Богданов, уже не глядя на коллег, а просто глядя на светящееся поле перед собой. Никто не мог понять, как это возможно, но теперь они все знали. Аномалия, которую они создали, теперь притягивала их. Страх накрыл лабораторию плотной, тягучей тенью, словно сама аномалия впитывала в себя отчаяние, исходящее от ученых. Пространство вокруг становилось чужим, заполнялось ледяным светом и жутким вибрирующим гулом, который не утихал, пронизывая их до костей. Григорьев, задыхаясь, инстинктивно попытался найти выход из помещения, но обнаружил, что все двери оказались заблокированы. В отчаянии он нажал на красную кнопку аварийного отключения системы, но ничего не произошло. Она тоже не реагировала. Секунда за секундой его охватывала паника, и холодный пот катился по его лицу, когда он понял, что они все заперты здесь, с полем, с его светящимися символами и загадочными тенями, которые начинали перемещаться по лаборатории, словно оживая. Дроздов. Голос Григорьева дрожал. «Мы все здесь останемся, если ты немедленно не отключишь поле». Но Дроздов словно не слышал его. Он стоял неподвижно, завороженный пульсирующими образами, которые как будто усиливали свое притяжение, захватывая его разум. «Мы на пороге чего-то великого», – пробормотал он, не отрывая взгляда от символов, постепенно складывающихся в странные размытые фигуры. Тем временем Богданов, преодолевая страх, вновь пытался наладить управление. Его руки дрожали, но он отказывался сдаваться, несмотря на чувство неминуемой угрозы, которая впивалась в его сознание, сжимая грудь. Он стучал по клавишам, пытался что-то переключить, активировать аварийные системы. Тщетно. Все оборудование было под контролем аномального поля, которое, казалось, запечатало их в этом пространстве. Зуев же находился на грани паники. Он не сводил глаз с символов, чувствовал, как они буквально впитываются в его сознание.
С каждым мгновением ему казалось, что поле смотрит на него, изучает, подчиняет. Он упал на пол, прижимая руки к ушам, надеясь хоть как-то заглушить оглушающий гул, который раздавался прямо в его голове. Мы должны выйти отсюда. Мы не должны были этого делать», – бормотал он. Взгляд его метался, словно ища поддержку, но находя лишь отражение собственного ужаса в глазах коллег. Однако самым жутким было то, что внутри щита начали проступать размытые образы лиц. Их лица. Григорьев, глядя на поле, увидел собственное отражение, искаженное, с полуприкрытыми глазами, как будто его копия уже была мертва. Он моргнул, в ужасе отшатываясь, но отражение не исчезло, а лишь сильнее проступило сквозь пульсирующий свет. «Что это? Что это делает с нами?» – прошептал он, сдавленно, почти теряя самообладание. В поле, словно в кривом зеркале, появились лица всех троих, их испуганные, искаженные черты, превращенные в жуткие образы. Они видели свои отражения, но эти копии не повторяли их движений. Григорьев заметил, как его собственное отражение пристально смотрит на него изнутри поля и медленно улыбается, без следа жизни или эмоций, только холодная, неестественная усмешка. Богданов осознал, что поле копирует их образы, превращает их в что-то чуждое, наполняет их чужой волей. Это были не просто отражения, это были пленники, заключенные внутри поля, словно тени самих ученых. Каждый из них понимал, что это не просто иллюзия. Поле собирало их сущности, втягивало их личные воспоминания, создавая жуткие копии, которые начали приобретать собственное сознание. «Мы попали в ловушку», – сказал Богданов. Лицо его побледнело, руки дрожали. «Мы стали частью этой аномалии». Вдруг его собственное отражение внутри поля заговорило. Это был его голос, но искаженный, пронзительный, похожий на эхо, раздающееся из огромной пустоты. «Вы не выйдете. Здесь нет выхода». Голос Богданова, словно из глубины, эхом разнесся по лаборатории, заставив всех замереть. Никто не произнес ни слова, но страх усиливался. Каждый из них теперь слышал собственный голос изнутри поля. В это мгновение они окончательно поняли. Они стали частью аномалии. Их сущности были захвачены магнитным полем, превращаясь в нечто живое внутри него. Григорьев чувствовал, как его сознание медленно перетекает в копию, заключенную внутри щита. Он отчаянно пытался удержать себя, но понимал, что теряет контроль. Его отражение продолжало улыбаться, как мертвое лицо, играющее роль живого. С ужасом он осознал, что если эта копия завершит свое существование внутри щита, она полностью вытеснит его сознание, оставив только оболочку. «Дроздов!» – в панике крикнул он, стараясь вырвать коллегу из его состояния транса. «Ты понимаешь, что поле нас копирует. Оно забирает нас по частям». Но Дроздов словно оглох. Внезапно он шагнул ближе к щиту, будто завороженный видом собственных отражений. В его глазах горел фанатичный блеск, как у человека, увидевшего божественное откровение. Он протянул руку, словно хотел коснуться своего «я» внутри поля, но прежде чем он успел сделать это, Григорьев схватил его за плечо. «Ты сошел с ума. Это не твое отражение. Это ловушка. Это обман. Оно хочет нас поглотить». Но Дроздов даже не отшатнулся. Его лицо оставалось жестким и спокойным, как у человека, уверенного, что он нашел истину. Казалось, что все страхи и сомнения, которые охватили его коллег, не касались его самого. «Это наш шанс посмотреть за грань», – сказал он. Его голос звучал холодно и безразлично. Магнитное поле стабилизировалось, оно просто нашло собственное равновесие, а нас не может уничтожить. С этими словами он вырвался из рук Григорьева и, сделав шаг к полю, буквально дотронулся до его поверхности. Тени внутри щита начали двигаться быстрее, сплетаясь в потоки неестественных символов и черт. И все пространство вокруг заколебалось, будто готовилось к взрыву. В этот момент отражение Дроздова, словно ожив, потянулось к нему изнутри поля. Вся комната осветилась оглушительным всплеском света, а потом повисла тишина,
нарушаемое только тяжелыми вздохами оставшихся ученых. Дроздов вдруг замер. Его рука осталась вытянутой вперед, как будто бы замороженной. Богданов и Григорьев в ужасе наблюдали, как выражение лица Дроздова начало медленно меняться. Его черты исказились, глаза стали стеклянными и пустыми. Казалось, что он больше не был с ними, а его оболочка существовала отдельно, захваченная и подчиненная чужой воле. «Он теперь там», – прошептал Зуев, глядя на искаженное лицо своего наставника. Именно в этот момент они поняли, что поле, обретя некую жизнь, приняло их коллегу в свои ряды, как искаженный и мертвый образ. Лаборатория погрузилась в глубокую, звенящую тишину, нарушаемую только низким, протяжным гулом, доносящимся изнутри пульсирующего поля. Григорьев, Зуев и Богданов стояли как парализованные, глядя на лицо Дроздова. Тот остался неподвижен, его рука застыла в воздухе, а взгляд казался пустым, мертвым, словно его тело теперь принадлежало кому-то другому. «Он теперь там», — снова прошептал Зуев, едва дыша, будто боялся, что каждое его слово разбудит поле еще сильнее. Но ответом ему стало лишь шипение приборов, которые внезапно начали работать в обратном режиме. На экране пошли неразборчивые помехи, а записи стали самопроизвольно запускаться и останавливаться, фиксируя все, что происходило вокруг. Аппаратура записывала их голоса, обрывки их криков, шум шагов и гул, наполнявший их разум. Богданов первым пришел в себя. Он схватил Зуева за плечо, пытаясь привести того в чувство, но лицо молодого техника оставалось ошеломленным. Он смотрел куда-то в пустоту, словно его сознание вот-вот растворится в поле, как у Дроздова. «Алексей». Богданов с силой встряхнул его, пытаясь вернуть ему ясность. «Держи себя в руках, нам нужно найти способ выбраться отсюда». Но Зуев только глупо кивнул, продолжая смотреть в сторону пульсирующего щита, где искаженное отражение Дроздова, подернутое дымкой, медленно двигалось внутри, словно пытаясь вырваться наружу. Григорьев, пошатываясь, подошел к пульту управления, пытаясь найти хоть какие-то следы работы системы. Его руки дрожали, но он судорожно нажимал на кнопки и тумблеры, молясь, чтобы хоть что-то заработало. Но экран на панели вместо привычных данных вдруг отобразил странные символы, те самые, что они видели внутри поля. Эти символы стали складываться в слова, напоминавшие искаженный текст, словно зашифрованное сообщение, исходящее из другого мира. Григорьев ощутил, как по спине побежали мурашки, когда прочел странные надписи: «Ты – часть нас. Мы здесь. Мы везде». Эти слова были прямым обращением к ним, всем, кто находился в лаборатории, всем, кто решился проникнуть за грань допустимого. Слова внушали неимоверный страх. Он почувствовал, как дыхание перехватило, и даже когда он моргнул, текст остался на экране, словно отпечаток в его сознании. «Мы стали частью этого», — еле слышно произнес он, глядя на экран. И в тот же момент гул снова перерос в крики. На записи, все еще продолжающейся, стали раздаваться звуки, похожие на голоса, но искаженные до неузнаваемости. Они переплетались, наслаивались друг на друга, переходя в ритмичные шепоты, будто сама пленка теперь передавала звуки из другой реальности. «Мы здесь. Везде», — шептал один из голосов, напоминающий голос Дроздова, но чужой, лишенный жизни и тепла. Богданов вдруг ощутил легкий укол в груди, словно его сердце начало замедляться. Ему стало трудно дышать, легкие будто перестали подчиняться ему. В этот момент он понял, что происходит. Поле буквально поглощало их, забирая частички их «я» внутрь себя. Их воспоминания, их мысли, их страхи становились частью записи. «Оно записывает нас», – выкрикнул он, осознавая весь ужас ситуации. «Это не просто поле, это портал, и мы его ключ». Зуев в ужасе обернулся к Богданову, и их взгляды встретились. Казалось, что они оба осознали это в один момент. Каждое слово, каждый звук, каждый вздох фиксировались, запечатывались в записи, которая стала порталом, воротами в чужое измерение, вобравшими в себя их сущности,
их жизни. Григорьев, чувствуя, как внутри него растет отчаяние, шагнул к щиту. Он почти перестал видеть окружающее. Его сознание погружалось в странную серую мглу, из которой не было выхода. На пленке его голос звучал искаженно, но он различил собственные слова, произнесенные словно издалека. «Я остаюсь здесь навсегда». Эти слова не могли принадлежать ему. Он никогда не говорил этого, но запись уже жила собственной жизнью, повторяя его голос, манипулируя им. Это была не просто кассета, это была ловушка, нечто большее, чем магнитное поле, вобравшее их в себя, сделавшее их своими пленниками. Богданов, не в силах противиться панике, обхватил голову руками, отчаянно прижимая пальцы к вискам. Но голоса все равно звучали внутри него, будто беззвучно произносимые прямо в разуме. Теперь его собственный голос, исказившийся до неузнаваемости, добавлялся к этому хору. Он кричал, словно слышал самого себя, изнутри. «Нет, вы не можете нас забрать!» – закричал он, бросаясь к двери, но дверь оставалась холодной и неподвижной. Щит вдруг начал мерцать, становясь темнее и гуще. Его свечение перешло в зловещий кроваво-красный оттенок. Внутри него снова появились лица. Теперь там были и Зуев, и Богданов, и даже сам Григорьев. Их отражения улыбались с жуткой бездушностью, словно чуждые сущности примеряли их лица как маски. «Мы будем жить вечно, мы будем здесь». Их собственные голоса, отразившись от поля, стали их приговором. Время в лаборатории словно остановилось. Григорьев, Зуев и Богданов оставались запертыми в этом застывшем мгновении, окруженные светом, который стал тяжелым, словно физически ощутимым. Свет пульсировал все быстрее, насыщаясь их сущностями, их голосами и их страхами. Григорьев чувствовал, как что-то внутри его сознания начинает растворяться, таять, словно он постепенно терял способность мыслить и чувствовать. Он слышал, как его собственный голос, искаженный и мертвый, повторяет изнутри щита его последние слова. Теперь этот голос не принадлежал ему. Он был частью чего-то большего, бездушного, но бесконечно живого. «Мы здесь. Навсегда», – прошептал он, чувствуя, как его реальность распадается на части. Зуев, почти впав в безумие, прижимал руки к ушам, как будто пытался заглушить весь этот ужасный хор. Его собственное отражение внутри поля дразнило его, как бы насмехаясь, пока тени на светящейся поверхности поля не приобрели четкие черты, искажая их лица в жуткие, почти карикатурные образы. Богданов в последний раз попытался прорваться к двери, но воздух перед ним сгустился, становясь твердым, словно стекло. Он бил руками, кричал, пока не увидел, как его собственное отражение с бездушной улыбкой тянет к нему руку, будто пытаясь окончательно затянуть его внутрь. Поле пульсировало все быстрее, накрывая их, как липкая тьма. И в тот момент, когда мерцание достигло пика, и они почувствовали, как их личности покидают их тела, наступила полная, беззвучная темнота. Тишина. А когда оборудование вновь заработало, в лаборатории не осталось ни одного человека. Совершенно секретно. Архивное дело. Номер 745731. Отчет комиссии по расследованию инцидента на объекте Остров-12. Объект. Лаборатория 7В. Проект Звено 31. Дата. 3 апреля 1953 года. Краткое содержание происшествия. 18 марта 1953 года в лаборатории 7В объекта Остров-12 во время эксперимента по созданию магнитно-полевого щита произошел инцидент, приведший к исчезновению руководителя проекта доктора Андрея Петровича Дроздова и всех членов его команды, включая физика Григория Львовича Григорьева, инженера Петра Антоновича Богданова и техника Алексея Николаевича Зуева. Лаборатория была обнаружена пустой, на оборудовании не зафиксировано значительных повреждений, кроме неполадок в системе управления и питания. Все записи и данные с приборов, использованных в ходе эксперимента, были изъяты для анализа. Специалисты также обнаружили работающую магнитную ленту с записью последних минут эксперимента. Содержание записи. При анализе записи был выявлен ряд необычных аномалий. В
частности, на пленке зафиксированы обрывочные голоса, предположительно принадлежащие участникам эксперимента, но искаженные до неузнаваемости. Голоса накладывались друг на друга, создавая шумы и непонятные фразы, среди которых специалисты различили фразы «Мы здесь» и «Вы» — часть нас. Кроме того, на фоне слышатся слабые звуки, схожие с частотой биения сердца, которые нельзя объяснить никакими известными источниками. Несмотря на тщательный анализ, содержание записи так и не удалось расшифровать полностью. Подозревается, что запись содержит так называемые информационные аномалии, звуки и фразы, не поддающиеся научному объяснению и, возможно, не относящиеся к голосам ученых. Выводы комиссии. Комиссия пришла к следующим выводам. Первое. Проект «Звено-31» был направлен на исследование создания магнитно-полевого щита с возможностью пространственного искажения. Однако при испытаниях, судя по показаниям приборов, произошел неконтролируемый выброс энергии, вызвавший неизвестное явление, которое привело к исчезновению персонала лаборатории. Изучение аномальной записи и магнитного поля показало, что эксперимент привел к созданию некой информационной ловушки, поля, способного запечатлеть следы сознания или эмоционального состояния людей, находившихся в зоне его действия. 3. Существует вероятность, что магнитно-полевая структура обладала свойством создавать псевдоотражения участников эксперимента, которые сохранились в форме эхозаписей. Однако данные о сознательной активности этих эхо остаются недоказанными. Неоднозначные аспекты и предположения. Комиссия допускает, что магнитно-полевое поле могло зафиксировать эмоциональные состояния участников и произвести своеобразную копию их сознаний, оставив их в том или ином виде внутри записи. Данный вывод не имеет научного обоснования. Однако все свидетельствует о том, что запись представляет собой нечто большее, чем обычный звук. Предположительно, она могла стать порталом или пленкой между измерениями, хотя достоверные подтверждения данной гипотезы отсутствуют. В связи с недостаточной изученностью данного явления комиссия постановила: первое. Считать все материалы, связанные с проектом «Звено-31», строго секретными. 2. Провести утилизацию пленки в условиях строгой изоляции и запрета на ее прослушивание без дополнительного разрешения. 3. Приостановить все исследования в рамках проекта «Звено-31» и провести перепроверку аналогичных проектов на предмет возможности аномальных явлений. Особое примечание. Последний аудиофайл, оставшийся в архиве, издает слабый фоновый шум, напоминающий человеческий шепот. Отчетливо различимы слова, не поддающиеся полному переводу. По мнению комиссии, это может быть простым дефектом пленки, но дальнейшие исследования запрещены. Отчет закрыт и заархивирован под грифом «Совершенно секретно». Подписи. Председатель комиссии, генерал КГБ ГАЛЭС Андрей Викторович